Всем привет! Сегодня мы приехали в реабилитационный центр для гиббонов, который находится на Пхукете. В этом центре гиббоны живут в условно-естественной среде обитания, среди очень густых джунглей национального парка. Сегодня мы посмотрим на них, как они живут, едят, как они переговариваются друг с другом с помощью громких звуков. Миссия данного реабилитационного центра – помочь умным человекообразным приматам, незаконно оказавшимся в неволе, снова обрести свободу и адаптироваться к жизни в естественной природе. В центре реабилитации проводят образовательные экскурсии для неравнодушных граждан. Перед входом в центр реабилитации волонтеры просят помыть руки и раздают маски. Все-таки это серьезное учреждение, а не развлекательное мероприятие. Далее быстрый инструктаж, главное не шуметь. Мы не должны мешать пациентам центра. Не бросать мусор, не пытаться пробраться сквозь ограждение. Одним словом, будьте тихим гостем. Намеренное высвобождение гиббонов в дикую природу, в места, где они ранее обитали, позволит создать новую устойчивую популяцию, спасти от исчезновения целый вид животных. Гиббоны сильно пострадали от браконьеров и высокого спроса на них в развлекательно-туристическом направлении. Многие из гиббонов, проходящие сейчас реабилитацию в центре, столкнулись с жесткостью. Я искренне рад, что сейчас наш мир стал намного осознаннее, и что есть такие вот центры и люди, искренне любящие свое дело и спасающие от вымирания таких удивительных существ, как гиббоны. У центра есть три основных направления работы. Во-первых, это, конечно, спасение животных, их обучение жизни в естественной природе практически с нуля. Многие из них совсем не видели тропических лесов, не умеют добывать себе пропитание и испытывают иные трудности. Во-вторых, это распространение информации и обучение общественности, так как центр привлекает внимание все большего количества людей к бедственному положению гиббонов в неволе. И надеюсь, что вместе мы сможем положить конец незаконному использованию их в черном туристическом бизнесе и торговле животными. И, конечно, третье направление – это заселение гиббонов в тропические леса, защищенные от охотников и браконьеров. Подготовленных к самостоятельной жизни гиббонов выпускают Хао Пра Тео на юге страны и Пангчампи на севере Таиланда. Для того, чтобы заново научить гиббонов жить в джунглях без помощи человека, крупные вольеры установлены на отдалении от тропинок для персонала, чтобы люди не мешали естественному быту гиббонов. Все они замаскированы густой листвой. В центре есть разные вольеры по размеру и оснащению. В них есть разные уровни – канаты, качели. В тени листвы животные спокойно передвигаются по ним куда захотят. Гиббоны восхищают своей ловкостью. Они способны перелетать с ветки на ветку на расстоянии 10-15 метров, при этом перехватывая ветки только своими длинными руками. В Таиланде местные жители даже называют гиббонов королями леса. Даже кормление гиббонов происходит удаленно. Через специальную конструкцию внизу сотрудники загружают еду и с помощью веревок бесшумно поднимают кверху конструкции. Далее гиббонам необходимо приложить немного усилий, чтобы взять еду из кормушки и затащить в вольер. Эта конструкция имитирует питание на воле, когда гиббонам необходимо прикладывать усилия для получения пищи.
here in rehab we have 27 gibbons right now. 27, including one baby only like 3 months or something. So that's good because when we release whole family with a baby. So that means we have a family that probably can be released this year. This project started 1992, the same year that Thailand signed the treaty about endangered species. Gibbons are endangered, not many left. You can only find them in the national parks. So that's why it's very important to save as many as possible and try to rehabilitate them back into the jungle. Rehabilitation takes an average 10 years. A very long process. But for everyone we can save, the endangered species we're saving. So this is very important. So we have many different gibbons. We have one quite sad one. Her name is Pam. She's quite old gibbon now, but we kept her as a pet. Now, gibbons are wild animals, and when they grow up, their instinct is to protect the territory. So she bit the owner, and the owner got angry and wanted to punish her. He took a big rock and smashed one hand and one foot so bad they had to cut off, amputate. And then they sent her to the sanctuary. But they were quite full, so she came together with other grown-up people, and they fight over food. And in the fight, she loses all but 2 fingers. So now only 1 foot and 2 fingers. So she had to stay with us forever. She's very cute people, very lovely singing voice, very strong voice singing. So it's very sad, but she will stay her whole life here. She can't go back to the jungle. She had some days like that. No, in here. In here. This jungle. So one release place is in this jungle, inside the national park. The safe area. Forest rangers protect, forest rangers with guns, protecting this national park, okay? And then we have one more release ground up in Chiang Mai, north of Thailand. So here in Chiang Mai. Chiang Mai in this jungle, in here. This is where we start. Гиббоны питаются различными фруктами, молодыми листьями, побегами, цветами и насекомыми. Некоторые виды, например, пилообразный гиббон, едят также и беспозвоночных, птичьи яйца и даже маленьких птиц. Всего сейчас существует 21 вид гиббонов. Их окрас может быть от кремового до коричневого, серого или черного цвета. В Таиланде их обитает 4 вида. У разных видов гиббонов будет немного разный рацион. Будет отличаться в период беременности и потребность в подвижности. Отдельное спасибо волонтерам и администрации Центра реабилитации гиббонов за предоставление кадров обеда особей, снятых скрытой камерой. Они смогли это сделать уникальное видео, не потревожив гиббонов. У этих обезьян богатый лексикон. Они используют огромное разнообразие звуков. Есть даже такие звуки, которые из-за малой громкости не смогли проанализировать. А есть громкие крики, напоминающие сирену и птичьи песни. Гиббоны обладают уникальной особенностью. У них в запястьях шаровидный сустав. Это позволяет им преодолевать большие расстояния и развивать скорость до 56 км в час. Еще одна отличительная и важная черта этих животных – они формируют пары один раз на всю жизнь и очень эмоционально переживают принудительную разлуку. Для гиббонов семья – это пара 2 взрослых особей, а детеныши, потомки, проживают с ними только некоторое время, пока не создадут собственную семью.
vegetables. And in the afternoon, we give them fruit, depending what's on for the season kind of thing. And we also give, once every day, we give some kind of enrichment, a bit extra protein or stuff like that. More, because in the wild, if they find a bird's egg, they will eat, and insect. But on the cage, it's only so many insects they eat, so we have to give them some extra. So every day they get food 2 times a day. One early morning, the vegetable, and then we give them food around just after 1 o'clock, 1:30 something. How kilo is one day? Around 2 kilos. The one we release in the jungle here, they call white-handed gibbon. Because they have white hands and white feet, and also have a white around the face. Yeah, it's easy to recognize. Because white-handed gibbon is the only one that used to live here before. So they're the only ones that belong in this forest. We have a few pileated gibbon and a few agile gibbon as well. But they don't belong here, so we're not releasing them. They don't belong in Phuket. Only white-handed. So we have 2 different programs right now. We have like a 1-hour learning session where we tell about gibbons and how they come to us, the rehabilitation process, the release process, and everything. And we go through all the steps. And we also end up doing a short stay on the lower end of our viewing area. You can see some gibbons. Most of the gibbon we try to keep away from people because we want them to be wild animals. They spend too much time with people already. And then we have another session, it's a bit longer, where you also do some study of behavior. And it also helps to do some enrichment. You make like a gibbon ball wrapped in banana leaf, and you feed on the feeding system, and you look at gibbon and study what happens. So that's that's a 3-hour session. And that one you have to book in advance on the internet because you have to prepare everything. The 1-hour session we do 3 times a day. It's 10:30. 12:30 and 2 o'clock. You could book online, but you can also do it here. But when we're full, we don't take more than around 12 people. When we're full, so if it's full, you stop. No more. If children, you can maybe go up to 15, but normally like 12 people and then stop. Проект по реабилитации гиббонов – это не туристическое развлечение. Здесь никогда не будут устраивать шоу для пришедших зевак, не будут предлагать сделать фото с обезьянкой. Это не коммерческая организация, состоящая из волонтеров и небезразличных людей. Все деньги, вырученные с экскурсий, сувениров и пожертвований, уходят на содержание животных, их реабилитацию и лечение. Центр реабилитации гиббонов находится на территории национального парка Ха-Пратео. Здесь же есть 2 водопада, один из которых находится очень близко к центру реабилитации. Водопад Банг-Пэ – самый высокий водопад Пхукета, находящийся в колоритных джунглях, в окружении дикой природы, богатой флоры и фауны. Яркие растения, цветы и деревья сопровождают путь в Банг-Пэ. Его стоит посетить людям, любящим неспешные пешие прогулки в лесу и джунглях. Дойдя до верхнего яруса водопада, можно освежиться в его прохладных водах под звуки настоящих джунглей и песни гиббонов.